из карьеры преподавателя английского, пианистки, переросла в карьеру бизнес-ассистента. Любая профессия – это ваш трамплин к тому, чтобы сделать из этой профессии и из вашего профессионального пути конфетку. Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Фор. Я вас приветствую из Швейцарии, где я работаю. И на этих выходных мы решили собраться с моими коллегами из Ассоциации ассистентов Женевы и отправиться на стратегическую сессию. И у меня появилось время записать это видео и немножко рассказать, чем я занимаюсь, что такое бизнес-ассистент и как построила мой профессиональный путь именно я. Что меня привело к тому месту, где я нахожусь сейчас. Я родилась в маленьком городочке на юге Украины, потом школу закончила в Санкт-Петербурге и закончила Санкт-Петербургский педагогический университет. Это было уже достаточно давно. Смешное замечание от меня. Я очень рано родила свою единственную любимую дочь. И вот мы с ней отправились вместе. Она в первый класс, а я на первый курс института. То есть я училась уже в очень зрелом для меня тогда возрасте. Мне было целых 25 лет, представляете? Для меня это казалось просто, я уже была, самая взрослая на курсе. Нет, таких девочек было со мной несколько. То есть я себя чувствовала хорошо и училась я прекрасно. Закончила лучшей на курсе. И как лучшая на курсе, я сразу нашла работу в частной, очень красивой школе в Санкт-Петербурге. Когда ты выходил из дверей этой школы, у тебя перед тобой был Биржевой мост и была видна стрелка Васильевского острова. Потом Эрмитаж, растральные колонны, то есть, наверное, один из самых-самых красивых видов Санкт-Петербурга. Я была абсолютно счастлива. Это было очень далеко от того места, где я жила, но это было совершенно не важно. Я просто наслаждалась этим. Но не тут-то было. Позвонила мамина подруга и сказала: слушай, там есть место, ищут секретаря, ты должна подойти. На что я сказала: я секретарь? Вот это девочки в коротких юбках кофе носят? Никогда в жизни, что вы? Потому что еще по предыдущей профессии я была пианистка. То есть я закончила музыкальное училище. В консерваторию не пошла, быстро родила свою дочь очень рано, поэтому там было не до консерватории. Но вот с моим, бэкграундом пианистки и лучшей на курсе в Санкт-Петербургском педагогическом университете, факультете иностранных языков, английский и немецкий, я в секретаре, да никогда в жизни. Что придумали? Посмеявшись так, мамина подруга, замечательная совершенно женщина, которой я до сих пор при любой возможности дарю ей букет цветов, потому что она действительно сделала что-то для моей жизни, что ее радикально изменило и разделило на до и после. Так вот, она сказала: если ты не пойдешь на собеседование, не пойдешь хотя бы посмотреть, что это такое, то я с тобой не буду больше разговаривать. Я эту женщину очень уважала, поэтому я не могла ей сказать так нет. И пошла, сходила так на собеседование. Окей, небольшая компания, в центре города, такой тихий центр, между Чернышевской станцией метро и площадью Восстания. Невский не так далеко. Действительно красивый, тихий центр, питерский такой вот, как я люблю. И на собеседование, когда мне стали задавать вопросы, директор, замечательный человек, подошел ко мне, очень высокий мужчина. Я высокая, 1,76 м, а он был хорошо еще меня выше. Я так порадовалась, что, боже мой, есть такие красивые высокие мужчины. И он мне задал один вопрос, который я также быстро ответила. Точнее, я представилась так: здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я только что закончила Санкт-Петербургский педагогический университет, была лучшая на курсе. У меня очень хороший английский, я действительно читала и Диккенса без перевода. Он знаменит тем, что у него словарный запас 20 тысяч слов. Я не скажу, что у меня было по-английски на тот момент 20 тысяч слов словарный запас, но тем не менее английский у меня был действительно хороший. И я говорю: ничего не понимаю в той должности, на которую вы хотите меня нанять. У меня очень хороший английский. И говорю еще: у меня есть дочь, поэтому я никаких переработок и сидеть после того, как закончился рабочий день, не смогу. Представляете, вот такая вот тирада приходит, барыня, я бы сказала, и говорит вот такие слова. На что мой будущий руководитель, обожаемый Владимир Петрович, глазом не моргнул и сказал: Татьяна Юрьевна, во вторник можете начать? Я так слегка прибалдела и так же быстро ему сказала да. Хотя я еще никого не предупреждала. А это было дело
ну или в четверг, что-то такое. То есть мне надо на следующей неделе было начинать. Глазом я не моргнула, пошла в эту школу, как-то с ними договорилась. Я знаю, что у меня есть очень сильная сторона. Если мне надо с кем-то договориться, ситуация такая, что решение надо принимать очень быстро, можно сказать, молниеносно, я это могу сделать. Есть такое понятие, насколько вы хорошо выносите риск. У меня вот этот порог чувствительности к риску очень низкий, видимо, потому что какие-то важные решения в своей жизни я принимала очень быстро. Так вот, возвращаясь к этому собеседованию, я еще не договорившись со школой, где я работала, и хорошая была школа, классная была школа, очень она мне нравилась, дети были замечательные, классы маленькие, и английский я обожала на самом деле. Английский до сих пор это путеводная нить моей профессии. Вот я увольняюсь, зачисляюсь в штат этой компании и начинаю свою рабочую деятельность. Ничего я действительно не знала совершенно. Помню, первый имейл мне надо было написать часа, наверное, 2,5, потому что я вообще не понимала, с какого конца это делать. А взяли меня, потому что они искали действительно кого-то с хорошим английским языком, таким хорошим-хорошим. И я оказалась именно вот тем человеком, у которого был очень хороший английский язык. Потому что были случаи, когда мне надо было вести переговоры с какими-то главами других компаний, очень уважаемыми людьми. Сама я ничего в бизнесе не понимала, но я была просто тем редким человеком, который хорошо говорил по-английски, и люди могли хотя бы понять. Дело, конечно, было немножко сложное, но неважно. Вот это была моя первая работа. После того, как я отработала на этой работе годик, даже меньше, мне поручили организовать мероприятия для гостей компании, которые приехали из-за границы. Среди этих гостей был мой будущий муж. Дело очень быстро завертелось, и меньше чем через год я вышла за него замуж. Это было тоже очень все быстро, молниеносно, очень волнительно. Даже сейчас я говорю, это было уже достаточно лет назад, это был 2001 год. Внутри все так замирает, прямо и мурашки идут, потому что это действительно очень важная встреча в моей жизни. Так вот, я переезжаю во Францию и начинаю учить французский язык. Речь о работе не идет, потому что английский у меня очень хороший, но французский никакой, а я переезжаю в страну, где французский – это основной язык. Мой муж работает в Женеве и говорит: слушай, давай посмотришь, у меня поработаешь немножко, в той компании, где он работал. И тут я начинаю деятельность, дальше будете вообще все смеяться, бухгалтером. Никакого бухгалтерского образования у меня нет вообще, от слова совсем. Но он говорит: слушай, с цифрами ты дружила? Я говорю: да, я была лучшая в классе по математике, устный счет, это было просто мой конек. Он говорит: нормально, значит, будешь бухгалтером. В смысле, будешь обучаться бухгалтерскому делу. Я пошла на курсы, закончила их, но как-то по причине А и Б на этой работе не задержалась. Дело в том, что это была очень временная у меня позиция, и это не связано было с тем, что я плохо работала, но просто у них не было необходимости. На самом деле, как сказал мой муж, меня просто хотели поддержать и дать мне на какое-то время, это буквально длилось, по-моему, месяца 3, работу, но с этой подачи я все-таки пошла на курсы бухгалтерии и начала смотреть, что есть вокруг меня, какая есть работа, и, естественно, так как у меня был предыдущий опыт работы в Санкт-Петербурге, пусть и очень небольшой, буквально 1,5 года, а ассистентом, помощником руководителя, то я смотрела в эту сторону. Ну и как-то что-то не получалось, все не получалось, не могла чего найти. Вообще, на самом деле, в жизни я своей работу, искала, но это были единичные случаи. И я не понимала, с какого конца к этому подойти. Это сейчас я понимаю, даже благодаря мне достаточно много человек, это больше, чем пальцев на моей руке, нашли работу, и хорошую работу. Для меня это естественно. А вот самому себе помочь мне было как-то сложновато. Дело в том, что какими-то волей судеб нарисовалась работа в небольшой трейдинговой компании, офисы которых располагались в 2 переделанных квартирах. То есть это были действительно, маленькие офисы, не крошечные, но небольшие офисы. И меня туда пригласили, сказали: слушай, приходи, посмотришь, как тебе понравится, не понравится. Когда я пришла на собеседование, это было очень интересно. Дело в том, что все начальство было где-то в отъезде или были в командировках. И меня собеседовала моя коллега из Москвы. Мы с ней мило поболтали минут 20. Я сказала: ой, я из Питера, а из Москвы. Попытались найти общих знакомых. Просто поговорили, и на этом, я думаю, для меня это было вообще не собеседование, а просто поболтала с милой девушкой. Обменялись телефонами, и
И я себе пошла домой. Я понимала, что это не получилось, что-то там не состыковалось. Загадывать на эту работу вообще никаких планов строить. Но через неделю мне перезвонили и сказали: Татьяна, мы готовы вас зачислить на испытательный срок. Вот такая вот обязанности, вот это ваша зарплата. Я посмотрела на зарплату, зарплата была прям скромная. Ну, думаю, ну ничего уже. Прекрасно. Мне очень понравилось это место, где это все было, на набережной в Женеве тихой. Думаю, прекрасно, ну хотя бы вот начну работать. И начала работать. Это был уже 2005 год. Что я делала? Я варила кофе, я отправляла платежки в банк, занималась тем, что заказывала в офис какие-то, там, не знаю, кофе, соки, бумагу, писала какие-то письма. В общем, как-то это все было очень из серии «Девушка на ресепшн». Немножко офис-менеджер и девушка на ресепшн, потому что, я говорю, компания была совсем небольшая, и это была очень разная работа, совершенно из разных направлений. Требовались все языки, на которых я говорила. Основной язык был все-таки английский. Писали мы всегда, и вообще, когда я работаю в Женеве, вся переписка идет на английском языке, за редчайшим исключением. Был французский, который на тот момент у меня был такой хороший, средний, но никакой не высокий уровень. То есть писать я писала, но так с трудом на самом деле. И было, может быть, чуть-чуть устного русского. Вот это вот все языки, на которых я тогда говорила. Те языки, на которых я говорила на тот момент, я могла использовать, я была очень рада. Коллеги были волшебные. Они были совершенно разных национальностей. Был и итальянец, и бельгиец, и голландец, и швед. Девочка из Венгрии, Оксана, она была из Москвы. Мне очень понравилось, что вот так вот нас было человек, наверное, 13-14, и было столько национальностей. Я первый раз оказалась в компании, где было много разных национальностей. И не было, как я называю, таких блоков. То есть, когда вот одной национальности людей больше, чем всех остальных. А тут было как бы действительно конкретно международная компания, хоть и небольшая. И вот я так работала. С шефом отношения строились очень так напряженно, то есть он меня держал на очень большой дистанции, прям на 0-километровой дистанции от него. Когда он заходил в офис, я ощущала вот конкретно, знаете, когда заходишь в какое-то место, где много льда, вот от льда идет такая сильная энергия ледяная. Вот от него была очень сильная ледяная энергия. Думаю, ну, коллеги меня устраивают, зарплата небольшая, ну ладно, прекрасная, атмосфера зато хорошая, мне приятно приходить, мне приятно им говорить доброе утро, мне приятно делать мои рабочие дела, их очень много, я остаюсь немножко, может, иногда попозже, после моих официального рабочего дня. В общем, меня все устраивало. Единственное, я себе тогда сказала, я очень любила все-таки во Франции, прекрасно есть круассаны, я с удовольствием покупала круассан к себе кофе, который я выпивала началом рабочего дня в офисе. Зарплата у меня была такая классная, что вот на первую половину месяца на круассан у меня было окей, деньги были, а уже в конце я круассан не покупала, потому что денег на круассан не было. То есть зарплата была, ну, совсем такая вот скромная. Но не беда. Какие-то коллеги уходили, приходили, но большинство из них приходило. И вот компания росла. В какой-то момент мне поручили организовать семинар в Санкт-Петербурге, а я сама из Санкт-Петербурга. И тут, ребята, я выдала на гора полную обойму, как говорят. Семинар прошел на ура. Это был 4-дневный семинар. Коллеги влюбились в Санкт-Петербург. Многие из них потом приезжали с семьями отдельно. Компания, в которой я работала, привезла с собой, наверное, 150 человек. Было волшебно. Очень понравилось всем. Я не спала, наверное, неделю, то есть спала по 3 часа. Подготовка к семинару у меня заняла на месяцев 6, но это было волшебно. И вот после этого отношения мои с моим шефом, когда он увидел, что я могу сделать и какой мой профессиональный потенциал, он меня начал за собой поднимать. Компания росла очень сильно. Сейчас эта компания одна из 3 мировых лидеров своей индустрии. И я росла с этим человеком, я с ним проработала 12 лет. Это был огромный профессиональный рост, это был огромный профессиональный челлендж, потому что это было нелегко. Часы рабочие не считались, но, вы знаете, вот эта работа, вот именно эта работа, это моя золотая строчка в моем резюме, это точно. Я выросла профессионально, выросла по-человечески. Я теперь понимаю, что такое
принимать мнение другого, не обязательно с ним соглашаться, но принимать, выслушивать человека, быть очень внимательным, так как со мной разговаривают, как до меня доносят информацию. Отработав в этой компании 12 лет, я уже ушла из нее, потому что я решила, что мне надо посмотреть, подумать, куда я хочу дальше идти. На тот момент мне было уже 45 лет, то есть я понимала, где и что, и про что я. И я хотела немножко взять паузу в своей карьере, что я и сделала. Я не работала целый год, подумать, куда я хочу двигаться. За это время я сделала ремонт в квартире у себя, немножко попутешествовала, занялась, помогла мужу с его разными делами. Очень мне этот год был необходим для того, чтобы расставить какие-то мои приоритеты, потому что я понимала, что работать вот так вот по 12 и более часов в день мне нравится, я действительно до сих пор от этого кайфую, но у меня есть еще мои другие обязанности, у меня есть моя семья, у меня есть мои интересы, я, например, очень люблю изучать новое. За последние 3 года я очень плотно изучала нейронауки, то есть все, что связано с мозгом, почему мы так реагируем, почему мы прокрастинируем, почему мы поступаем так и не иначе, почему иногда чего-то я жду, а хотя действовать вроде бы надо. И вот это меня очень заинтересовало. Я выучилась, также получила 2-й диплом о высшем образовании, который я получала в ковид, кстати, потому что в ковид я поняла, что жизнь замирает, и надо что-то делать. И я быстро, в последний буквально день перед тем, как Францию закрыли на карантин, я отправила свои документы в Сингапур, в то учебное заведение, в котором я потом получила диплом в высшем образовании, который по-английски будет звучать Postgraduate Diploma in Digital Business. Это был конец 2020 года, когда я получила свой диплом. Мозги мои просто вскипали, но я параллельно работала и устроилась уже на работу я, опять же, в трейдинговую компанию небольшую, которая проработала 3 года. Это был совершенно другой тип работы. То есть я до этого работала 12 минимум, а тут у меня был такой немножко, я бы сказала, на релаксе. Но почему на релаксе? Потому что на предыдущей работе я научилась работать очень быстро. В мои обязанности входили уже другие вещи. Это я занималась тем, что перевезла семью моего руководителя и владельца компании. У него была семья, 3 деток. Они переезжали в Женеву из другой страны. И надо было организовывать как и офисную жизнь, то есть снимать офис, налаживать контакты со всеми местными компаниями, электрическими, налоговыми, любыми другими какими-то провайдерами, с которыми они хотели работать. Также надо было помогать устраивать детей в школу, искать им кружки и так далее. То есть вот весь этот комплекс, весь пакет, переезд семьи в Женеву. На самом деле в Женеве тоже есть много очень особенностей разных, поэтому вот эти вот, то, что здесь называется relocating company, это такой большой кусок работы. Заняло это у меня переезд, наверное, год, то есть чтобы они устроились на месте, нашли все, что им надо для жизни, что они почувствовали себя немножко лучше в смысле того, что когда вы переезжаете, вы же не перевозите с собой всех своих друзей. Понятно, что они семья, поэтому легче и что они все вместе, но тем не менее надо было как помогать им, то, чтобы они чувствовали себя хорошо, не только физически переехали, но и почувствовали в Женеве как в своей тарелке. И затем, отработав в этой компании, я из нее ушла, потому что, к сожалению, у компании не было уже средств оплачивать мою зарплату, а я изначально устраивалась, когда я обозначила, какую зарплату я хотела бы иметь, мне сказали: о, вы знаете, это очень высоко для нас. Вы знаете, я говорю, а я специалист хороший и высокого класса, поэтому за меньшие деньги я работать, к сожалению, не смогу. Но они очень хотели меня и взяли меня. Я работала у них 60% 3 дня из 5 из рабочей недели, что для меня было немножко как быть все время в отпуске. В смысле того, что я работала, естественно, я выполняла все свои функции, но в принципе я к такому ритму не очень привыкла. И я снова ушла через 3 года и организовала свою небольшую компанию по обучению ассистентов. Я обучала ассистентов особенных, не всех подряд. Я обучала ассистентов. На самом деле делаю это до сих пор. Может быть, сейчас я это постараюсь развить. В какой-то момент, когда ты работаешь, тебе надо выбирать приоритеты. Так вот, я обучала ассистентов для топовых компаний в Женеве. 2 девочки, которых я обучила,
они работали с очень серьезными людьми. Одна сейчас продолжает карьеру в сфере HR, отдела кадров, работает бизнес-партнер для тех, кто работает в отделе кадров одной компании в Женеве. Я за нее очень рада. И вторая девочка, она отработала 10 лет с руководителем очень крупной компании. У них у обеих очень разная история. Если вам интересно, напишите, я расскажу. Но я невероятно горжусь теми результатами, которые мы достигли. И очень благодарна, что когда-то жизнь мне подкинула такую возможность их обучить. И наше сотрудничество состоялось, и они получили такой результат, я думаю, что о котором не мечтала ни я, ни они на самом деле. Сейчас я работаю снова в крупной трейдинговой компании, снова на Рue du Rhône. Это самая известная улица в Женеве. Это, наверное, как Тверская, как 5-я авеню в Нью-Йорке. Компания большая, люди замечательные, моя работа интересная, я работаю с руководителем. Руководитель женщина, неординарная, особенная. Она замужем, у нее 4 детей. Она единственная в Женеве руководит такой компанией, потому что компания большая, очень известная. Невероятный опыт. Я бы сказала, что у меня проходят коучинговые сессии каждый день. То есть она мне дает пример, как она принимает решения, как она реагирует в стрессовых ситуациях, как она создает команды в офисе под разные проекты, когда горящие дедлайны, что-то идет не так. То есть все это я наблюдаю каждый день, я нахожусь с ней рядом, поэтому это тоже бесценный опыт. И параллельно в этом году я заканчиваю обучение большого курса коучинга и тоже применяю его в своей жизни, начинаю работать свою практику, у меня есть несколько клиентов, поэтому тоже, если это направление вам интересно, расскажите. И вот так моя карьера из карьеры преподавателя английского, пианистки, переросла в карьеру бизнес-ассистента. Работаю я в Женеве на самой известной улице Женевские, Rue du Rhône. Это немножко такая, как отличительная возможность, потому что в Женеве, если ты говоришь, я работаю на Rue du Rhône, все говорят, это примерно как в жизни, у тебя все удалось, в лотерею ты выиграл, все у тебя хорошо, мы за тебя рады. Если у вас есть вопросы по тому, как построить карьеры даже из тупиковой профессии, вот не верьте, что есть тупиковые профессии, это, может быть, вы не нашли и не увидели возможности, а так любая профессия – это ваш трамплин к тому, чтобы сделать из этой профессии и из вашего профессионального пути конфетку. На этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я имела невероятную возможность его снимать в замечательном отеле, который называется «6 чувств» Six Sens в городе Гран-Монтана, кантоне Вале, Швейцария. В этот отель нас пригласил. Поэтому очень ему благодарна за его приглашение. Надеюсь сюда вернуться. Вам желаю всего самого доброго, наилучшего. А мы с вами увидимся в следующем видео.